Вот пришел я к родничку, и что я вижу? Эх. Опять то же самое. Какая-то нелюдь, какая-то сволочь взяла и отбросила крышку от родника вот аж сюда. Кем надо быть? Какой мразью? Каким дерьмом, чтобы повредить родник? Я постараюсь поправить. Но люди, будьте вы людьми, не будьте вы сволочами. Это же гнусно быть сволочью. Не портите. Вот, поломали. Как можно было так сделать? Грех вам перед иконами вот так вот творить. Нелюди какие-то. Ой. Второй раз это наблюдаю. Не могу понять, кем надо быть, чтобы такое совершить. В голове не укладывается. Родник — это святое место. Тем более люди делали крышку, чтобы грязь не падала туда. А вы, уроды, зачем ломаете, зачем бросаете? Себя дома там что-нибудь сломайте. Так ведь нет. Ой, прям вот бешенство. Как можно? Вот люди ли это или нет? Не люди. А по дороге встречаются вот такие вот интересные явления. Гриб-подберезовик. Наверное, возьму. А так тут вот. И очень много лосиных этих мух. Очень много. Вот он, красавец.
Вот Бужа река. Пришел я сюда через лес, нашел гриб по дороге один. Воды мало. Так-то весной она вот аж до сюда поднимается. Много раз я тут был. Не буду особо повторяться, рассказывать, что здесь. Кто захочет, может посмотреть. У меня много есть про это место видео. Этот поход будет посвящен особому вопросу. А именно Великой Пиле. Вот она, Великая Пила. Силки катанобой 650. Величайшая пила. Есть и побольше, 1000-й катанобой. Но он слишком велик и слишком дорог для простых людей. И ни к чему. 2 килограмма с лишним весит. Да если б я здесь строил бы избы, то может быть. А может и нет. Очень много лосиных мух почему-то в лесу. Это меня совсем не радует. Надо идти разжигать костер. Здесь какая-то заначка. Перчатки. Одноразовые ложки или вилки. Пакетик. Да, тут и ложки, и вилки. Что угодно. Набрал я воды в роднике, который какие-то уроды испакостили. Ну или вот тоже. Недавно, видимо, пакостили. Эх, что ж за люди. Пойду на свою полянку. Вот гриб. Пойду туда. Там размещусь. Сделаю лагерь. Разведу костер, чтобы эти мухи лосиные меня не донимали. Ну и буду пилу испробовать. Она уже здесь 2-й раз. 1-й раз я как-то не снимал. Грустно мне было тогда очень. Да и сейчас тоже не сильно весело. Но все же решил. Думаю, никогда не надо сдаваться. Как бы не было плохо. Как бы не было печально. А сдаваться не надо. Поэтому я решил снять некий обзор про пилу Силки Катанобой 650. Великую пилу. Пилу мечты. Красота. Кстати, надо подзарядить технику. Там вот явно рыба шурует. Но я не взял с собой снасти. Ловить не буду ничего. Пойду на свою потаенную полянку. Итак, вот она, пила в упаковке. Что она из себя представляет? Тут вот у меня щеточка, чтобы чистить ее от всяких там опилок. Вот, собственно, пила. Раскладывается таким образом. Надо сначала открутить вот здесь вот такой вот болтик. Открутить, потом нажать. Вот, потом закрутить. Когда она складывается, это происходит 2 этапа. Вот первый этап, чтобы вот так вот пальцы все не прищемить зубьями. И потом 2-й этап. Нажимаем. Раз, раз. И теперь фиксируем.
Вот для примера, какого это размера пила. Здоровенные зубья. Для того, чтобы пилить такие, это вообще, ну, буквально там до 10 движений. Может быть, вот такие. Очень удобно. Хорошо пилить где-то на высоте ветки. Когда бревно располагается на земле, вот так вот пилить, немножко неудобно, потому что ручка длинная, и она начинает в землю вот упираться, когда вот так вот. Но зато очень хорошо пилить из-под низа, а это часто бывает необходимо. Вот так вот. Пила мощнейшая. Зубья очень длинные и довольно крупные. Здесь зубьев это 4 на 30 миллиметров. Чисто японская пила, все иероглифами, это с внутреннего рынка японского. Это, поскольку я ее заказывал из Находки, не европейского рынка, а японского. Обрезиненная рукоятка, зеленая, свойственная для 650-го катанобоя. Вот здесь вставка, а у 1000-го красная, у 500-го только вот черная. Ну, естественно, лезвие сменное, вот здесь можно открутить. В самом чехле имеется сзади кармашек для сменного лезвия. Вот. Ну, у меня, к сожалению, сменного лезвия нет. Буду надеяться, что это сменное лезвие мне не потребуется никогда. Эту пилу можно точить. Но тоже, надеюсь, в ближайшее время такой надобности не будет. Ну, в принципе, для опиления вот такого размера бревен это самое оно. Для того, чтобы валить деревья, толстые бревна пилить. Вот, еще хочу сказать про вот такую вещь, не относящуюся к пиле, но нужную при использовании пилы. Это защитные нарукавники. Они используются вместе, вот, нарукавник. Он из очень прочного материала. Также вместе с этими нарукавниками используются вот такие вот перчатки. По-моему, это СВМП, потому что у меня есть еще черные кевларовые перчатки, они более ну, такие грубые. Вот. Это перчатки вот можно спокойно. Если бы я делал так без перчаток, у меня бы уже полилась кровь, потому что это острейшее, как опасная бритва примерно, зубья. Вот. И в таком вот снаряжении перчатки довольно, ну, такие тонкие, и в них удобно работать. Вот. В таком снаряжении, даже если вдруг попадет по руке что-то, то катастрофических повреждений не будет. Чуть позже я покажу, как ей пилить. Пока просто обзор такой внешний, визуальный. Естественно, это инструмент сугубо индивидуальный, не групповой. Надо уметь пользоваться. Это опасный инструмент, с такими зубьями можно очень сильно пораниться. Ну и не умея как бы обращаться, если вот подавать вот так вот вперед, ее можно сломать. Конечно, это очень обидно, учитывая, сколько она сейчас стоит. Недавно я посмотрел, сколько нынче стоят такие пилы, и чуть в обморок не упал. Даже не буду говорить. Вот. Но для леса, для тех, кто желает разводить хорошие костры, а может быть даже и строить что-нибудь в лесу, это прекрасный вариант. 500-я тоже. Она даже полегче. Вот это весит кило 200, наверное, вместе с чехлом, все вместе. Ну, килограмм с небольшим. 500-й весит вместе с чехлом, по-моему, 900 грамм. А 1000-я пила такого рода весит 2 килограмма. Вот. Ну, 1000-я, я думаю, что это уже перебор.
Не знаю, может быть, когда-нибудь я сочту иначе, но пока я думаю, что 1000 это перебор. Вот. Пилить ей это сугубо двуручная пила. Можно, конечно, и одной рукой, вот так вот взявшись. Я как раз думал над таким вариантом сделать для нее ручку для одноручного хвата. Это было бы довольно удобно. И, в общем-то, это несложно, поскольку здесь есть отверстие. Можно какую-то деревянную ручку сделать, туда ее прикреплять. И вот так вот пилить одной рукой. Но, естественно, сила и производительность работы двумя руками, кому как удобно, с какой стороны. Мне вот удобнее вот так вот. Вот левую вперед, правую сюда и пилить. Лучше двумя руками. Ну, естественно, возможность высоко-высоко доставать. Около 1,5 метров, наверное. То есть 65 сантиметров длина лезвия. Еще сантиметров, наверное, около 80 ручка. То есть вот 145 сантиметров вся пила. Великая пила. Пила, побеждающая самые толстые бревна. А какие она не может победить? Ну, допустим, бревно вот такого там габарита. Они не нужны, их просто не утащить. Вот. Так что это самый максимальный размер пилы для леса, для того, чтобы в лесу чувствовать себя комфортно. Вот. Она вот так вот сгибается. Кстати, есть метод пиления, когда вот так вот ее ставят, если надо тонкие веточки распилить, вот так вот ставится пила, и вот так вот берется ветка, и об нее вот так вот пилится. Есть такой тоже метод применения. Вот, теперь мы нажимаем сюда. Оп, замкнули. И чехол. Раз. И туда же кладем маленькую щеточку. Очень хорошо очищать после работы эту пилу щеточкой, чтобы не оставались внутри, между зубьев, опилки, от которых это может, в принципе, по идее, поржаветь. Вот. И очень рекомендую использовать перчатки, защитные перчатки от порезов, потому что при работе с режущими инструментами могут быть всякие неожиданности, неприятные неожиданности. А если руки поранены, порезаны, то в походе будет очень невесело. Вот я, например, сейчас доставал из рюкзака пилу, не эту, а другую, пилу Гамтаро. И она случайно выскочила из ножен, и мне чиркнуло совсем немного по пальцу. Вот буквально по касательной задела. Но тем не менее до крови разрезала. Потому что они острейшие, эти пилы. Вот и образовался такой набор. Великая пила, Катана Бой 650, пила Гамтара, а в запасе находится пила Силки Биг Бой красная. Ну, у меня есть еще лучковая пила, мачете, топоры, чего только нет. Но вот это вот самый такой лесной набор. 650-я, Гамтара и мачете, самая маленькая и легкая. И вот скоро будет тут костерок. Ну вот, лагерь сделан. Вот эту я тоже отпилил сейчас катанобоем. Ну, это гнилая, не показатель. Вот эту я тоже пилил в прошлый раз. Вот палатка, набор дров, костер горит. А я сейчас буду делать очень интересную вещь, а именно суп на основе вот этого гриба. Он оказался довольно чистым, уже темнеет. Вот, кастрюльки сварю с сырками, с луком, с картошкой. А варить буду на вот такой треноге. Это
Тут тросик. Вот он идет, идет, идет. Ну, я его там отрегулирую. И вот на костре буду варить. Сам буду сидеть вот тут вот, на бревне. Вот все, что у меня тут есть. Вот мачете. Вот пила Гамтара. Вот катанобой. Повербанк, солнечная батарея, всякие продукты. Посуда, термос. Сапоги там стоят. Ну, кстати, темнеет уже как-то. Явно собирается дождь. Это мне не очень нравится, честно сказать. Ну, что поделаешь. Вот такой костер. Ну, дрова есть. С дровами тут, с чем. А с дровами тут никаких затруднений нету. Вот буду сейчас гриб этот чистить. Поставлю его варить. Потом почищу картошку, тоже туда добавлю. Потом буду жарить лук с сырками его там вместе. И будет суп. Всем супам суп. Вот тоже вот эти вот я пилил катанобоем. Большие бревна. В прошлый раз, когда ничего не снимал. Ну так уж вышло. И вот то вот отпилено. Вот эти вот на растопку идут. Там я уже сделал себе лежбище. Кстати, по-моему, дождь начинается. Вот так вот. Вот что там. Коврик лежит. Ну, кое-какие вещи. Вот тут я буду спать. Закрою, чтобы не налетели. Туда много лосиных мух. Комаров нет. Вот такой вот лагерь. Скромный. Белку видел сейчас. Вот там где-то. Она еще и пищала по-своему, как белки пищат. Как-то так. Не могу этот звук изобразить. Пищала она, в общем. Звуки издавала своеобразные. Ландыши уже все желтые. Осень, 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 печаль. Приходит осень. Буду готовить суп. Ну вот, варится суп. Грибы там сейчас варятся, только одни. На такой вот треноге. На тросике висят. Здесь специальный крючок из веточки, чтобы легко снимать, одевать котелок. А вот основные ингредиенты супа. Это картошка, это сырки вот такие и жареный лук. Пожарил я его на сливочном масле, на сильном огне. Нормально, не пригорел, но прозрачный. Вот такие вот компоненты. Сейчас я порежу картошку и положу ее тоже варить. А катанобой рядом тут стоит. Рядом с ним мачете и гамтара. Вот весь набор пил. Здесь у меня чай, перец там есть. Здесь сушки, печенье, масло, сыр плавленый. Ну, это посуда, вода, термос с чаем, веревка. Ну вот, в общем-то, и все. Солнечная батарея не работает, видимо, темно. Зарядился от повербанка немножко. Вот такой вот общий вид. Ну, а здесь запас дров. Прогноз погоды неутешительный. Возможен дождь. Дождь. Ну, что делать? Все уберу в палатку, буду там сидеть куковать. Под дождем. Дров-то полно. В принципе, у меня есть дождевик, я могу и на улице сидеть. Вот небо какое. Белку видел. Пищала она. Ну, вот там грибы варятся. Гриб. Один гриб.
Что ж поделаешь, нашел только один. Сейчас похожу, может, еще что найду. Ночь наступила. Хотя не так уж и поздно. 9 час, по-моему. Вот горит костер. Это к тому, что почему нужна такая пила. Все-таки хорошо, когда в костре толстые бревна. Здесь вот свечка. Давно я свечку не зажигал в походе, вот решил зажечь. Приятно со свечкой. Сейчас вот лягу на коврик на этот. Буду тут лежать, пить чай. И на свечку смотреть. Здесь вот мои вещи. Рюкзак. Тарелка. Ну, всякое тут барахло. Думал, конечно, вот эту распилить. Может быть, стоит, не знаю. А может и не стоит. Вот это вот бревно. Пополам. Целиком я его не хочу в костер класть. Ну, с помощью катана-боя это дело несложное. Немножко холодает. Ну, в принципе, я в одной футболке. Не критично. Тут полно дров. В термосе у меня чай, который я еще утром заваривал. Читал я тут про японские термосы зашируши. Может, засируси какие-нибудь. Кто их знает. Что, мол, хороши очень эти термосы. Не знаю. Наверняка. Вряд ли бывает что-то японское плохое. Может быть, когда-нибудь такой термос доведется испробовать. Вон там еще бревно. Тут бревен сколько угодно. А вот там вот озеро находится. Если туда вот дойти. Вот там вот озеро. Ну, туда уже фонарь не особо добивает. Темно. О, как разгорелся костер. Сейчас веточку положил. Жар идет. Тепло. Хорошо. Ладно, буду чай делать. А то я даже еще горелку-то не доставал. Вот есть газ. Чай на газу буду варить. Где же у меня вода? Ага. Вода вот здесь стоит. Из родника. Все-таки удивляет меня, конечно, как у кого поднялась рука испортить родник. Оторвать крышку. Не могу понять. Вот не могу. Вот жаба. Я услышал, что-то шуршит. А тут листья дуба сухие. Это жаба пришла. Вот какая удивительная. Это жаба. Она ест комаров. Говорят, живет она почти 30 лет. Вот ведь какие чудесные существа есть в лесах. Некоторые люди их боятся, не любят. А казалось бы, а что в ней такого плохого? Жаба и жаба. Вот у нее глаза какие. Смотрит. Видимо, охотится на кого-то. На насекомых. Вот она, жаба.
покрупнее. Сидит, главное, неподвижно. О, как интересно. Ну ладно, не буду тебя беспокоить, жаба. Лови комаров, лови мошек. Дождь начинается. Пойду уже в палатку, наверное, спать. 11 часов. Слышно, как дождь по палатке стучит. Ну вот, угли были там. Положил веточек, шишечек, какие-то тут еще древесные детали. И горит костер. Пусть горит. Разогрею сейчас суп, а сам я пойду пилить. Пойду пилить вот то вот дерево. Вот эту вот сухую елку. Хочется мне ее спилить. Вот она. Может, как раз, если вдруг грохнется, как раз сюда. Надо это дело как-то нейтрализовать. Так. Как мы его хотим спилить? Вот так. Делать пропил сначала вот такой. Ага. Еще немного. Вот где-то так. Фух. На треть, можно сказать, перепилил дерево. Сейчас надо сделать пропил под углом. Вот так вот.
Ой, устал. Фу. 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 Передохну чуть-чуть. Нелегкая эта работа. Полезная, спорт. Посмотрим, как она там. Ай, в принципе, все правильно идет. Осталось не очень много. Фух. А внутри-то она гнилая совсем. О, фух. Тяжелый труд. Надо передохнуть. Внутри елка гнилая. Теперь будем продолжать пилить вот здесь. О, фух, фух. Да. Так. Ага. Вот в той стороне еще чуть-чуть осталось допилить, и сектор будет вытащен. Фу. Фу-фу-фу. Фу.
Нет. С этой стороны из-за длинной ручки неудобно. Фух. О, ну. О, кусочек. Теперь надо передохнуть. Фух. Вот. Ну, не такая уж она и гнилая там. Вот так вот надо вырезать. Вот так вот. А вот, собственно, арбуз древесный. Древесный арбуз, который был вот здесь вот. Сейчас осталось прорезать вот эту часть, и дерево туда упадет. Сейчас я немножко отдохну, потому что все-таки, хоть и эту силки пила, но труд серьезный. Конечно, чем-то другим такое вырезать было бы очень проблематично. Пень больше 30 сантиметров, я думаю, под 40. Здоровый пень. Вот. Это вот только один кусочек, который я вырезал. Конечно, ни бигбоем, ни чем-то таким здесь не справится. Это вот катана-бой. Ну, может, 500-й бы подошел. А может и нет. В общем, мощная пила нужна. Для начала надо тут немного разгородить сам проход. Вот так. Чтобы ничего не мешалось. Так, где у нас? Вот так вот, наверное. Ох, и нелегкая эта работа. Фух, передохну. Фух. Сколько там еще? Тут уже почти близко. Ох, ох, ох. Здоровое дерево.
Вот и все. Идеально. Идеально срублено. Упала, куда я хотел. Спокойно, тихо, без каких-либо проблем. Да. Вот такой вот пенек. Сядь на пенек, съешь пирожок. Намного легче, чем-либо еще топором, там, маленькой пилой. Оп. Вот что такое катана бой 650. Нет. Как у нас тут было? Вот так. Немножко еще не так. Щеточка. Оп. Ну и все. Дело сделано. Переделывать не надо. Вот задача для катана боя. Вот это вот бревно. Сейчас попробую его распилить. Потому что все целиком, оно, конечно, очень велико для костра. Естественно, в прежние времена я положил и целиком. Но нынче есть в наличии пила. И значит, надо его распилить. Как там говорят, могу, значит, должен. Уж костер, конечно, так. Осина, всякие другие тут гнилые, влажные дрова. А я поел суп, попил чая, который уже изрядно остыл. Вот, надо там вещи подсобрать, чтобы потом этим не заниматься. Ох, тут что творится? Вот коврик. Его надо скрутить, спальник собрать. Все тут собрать. Внутреннюю палатку тоже собрать. Оставить только этот тент. Потому что не исключено, что будет дождь. Кто его знает. Батарея солнечная работает. Но, наверное, ее надо... Солнце-то ушло. Переместить. Переместить ее надо в другое немножко место. А вот именно вот сюда. Сюда вот переместить, чтобы на солнце она была вот так. Где у нас там солнце? Нет, не совсем так. Вот, наверное, вот так. Вот. Заряжается повербанк. Сколько там было? 55. А сейчас уже только лишь 56. О, как. Не сильно зарядился. Ладно. Буду пилить вот это вот бревно. Чтобы костерок подусилить.
Катанобой ждет. Надо его сначала разместить как следует. Вот тяжелое бревно. Весьма. Вот так. Оп. Щеточка. Великая пила. Опа. Чуть-чуть поменяем положение. Так. Опа. Фух. Ох, и нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота. Фух. Но намного легче, чем чем-либо еще. Че, еще не все? В общем-то, я думаю, что это все. Немножко не все. Ну, сейчас. Чуть-чуть тут не совпало.
Вот и все. Вот так. Вот какие получаются пеньки. Вот. Делов-то. Оп. Во. Вот что значит не надевал перчатки. Сорвалась рука и кровь. Ну ничего, не бывает дело прочно, когда под ним не льется кровь. Вот и все. О как. Чуть-чуть коснулся. Острейшее. Ведь наука. При любом обращении с этой пилой одевать перчатки и защиту. Всем советую. О как. Вот так. Ох. Вот горит костер из тех бревен, что я перепилил с помощью пилы Силки Катанобой 650. Вот такие вот бревна. Костер вроде невелик, пламя не поднимается до небес, но жар идет сильный. Есть и дымок, отгоняющий мошек. Хотя сейчас не так уж и много их. Вчера почему-то нападали на меня лосиные мухи, а сейчас не видно. Все в природе как-то по-особому устроено. Вот палатка. Я вот на коврике сижу, греюсь около костра. Собрал коврик, спальник, пью чай, поел свой суп. Думаю, варить мне гречку или не варить. Пока еще не решил. Но есть одно важное дело. Необходимо сходить за водой. В прошлый раз я ходил в калошах за водой и натер ноги. Сейчас придется надеть сапоги и отправиться туда, на родник, за водой. Потому что чай надо сделать в дорогу с собой. Вот обидно. Вчера приехал в 3 часа. Сегодня где-то около 4, полпятого надо будет выходить. Потом 3 часа на электричке ехать. Вот ради того, чтобы сутки побывать здесь, на природе, пожечь костер, попилить дрова, столько мучений. Ну ничего, это все-таки придает какую-то бодрость, жизненную энергию, пребывание среди леса, физический труд, пища полезная. Все это целебно. Пошел я, значит, за водой. И тут грибы. Один из них, правда, немного червивый. Это я, пожалуй, оставлю. Ну, какой здоровый. Белый, похоже, гриб-то. А вот этот гриб вполне себе ничего. Это я возьму, хоть он и небольшой. Сейчас, наверное, тогда буду гречку готовить. Вот по сравнению с 5-литровой бутылкой какой гриб. Огромный белый гриб. Может, где-то тут и еще есть. Но получится, найду, не получится, бог с ним. Хорошо, что хоть это нашел. А в лесу
Вот так вот. Сейчас небольшой дождик был. Хорошо, что я убрал там все, солнечную батарею. Всякие другие вещи. Но он уже прекратился. Такой морось такая. Грибной дождь. Вот, пожалуйста, найдены грибы. Хорошо. Есть еще какие-то, типа маховиков маленьких, но я их брать не стал. А вон там это поганки. Вот, кстати. Вот они. Вот, вот. Ну это ладно. Поганки нас не интересуют. Белые грибы — дело другое. К сожалению, вот этот здоровенный гриб, он бы мог, конечно... Ну, можно посмотреть, что там внутри. Давайте посмотрим. Да фиг его знает, может тут и можно чего вырезать. Такой вот гриб. Не знаю. Что-то какой-то он все-таки трухлявый. Весь он такой уже. Нет, пожалуй, его я брать не стану. А вот этот вот, да. Вот этот упругий грибок такой. Хороший грибок. Возьму. Пошел я, значит, погулять немного. И тут такая полянка с ландышами. Увядают, как будто обгоревшие края. Но все равно очень красиво. Ландыши прекрасны в любую пору. И когда цветут, и когда увядают. И запах. Удивительное растение. Еще и содержит биологически активные вещества. А вот здесь вот такая очень глубокая яма. Весной она заполняется водой. Столько лет я здесь уже бывал. Много лет подряд. Сроднился, можно сказать, с этим местом. Что-то в нем есть необычное. Вот пошел прогуляться немного перед тем, как готовить гриб с гречкой. А вот река Бужа. Прекрасная река. Пижма. Одно из моих детских воспоминаний связано с ней. Все чаще и чаще вспоминаю детство с болью, печалью. Было так хорошо. Кто мог знать, что уготована мне тяжелая такая жизнь? Столько страданий. Но тогда было безмятежно и прекрасно. Все было хорошо. Вот она река. Пойду обратно. Вот молодые дубы. Тоже осень их не пощадила. Все листья в какой-то белом налете каком-то. Ох, надо же. Стрекоза. Вот уж не ожидал увидеть. Да. И вот тут дуб. Здесь есть кабаны, потому что желуди они едят.
Утром сегодня кто-то орал, возможно, рысь. У нее очень своеобразный звук. Ну и дров тут, как я уже не раз говорил, очень-очень много. Вот они, дубы, колдуны. И запах. Необычайный такой осенний запах. Тонкий и очень приятный. И никого нет, главное. Никто не шумит, не орет. Возможно, змея сейчас там ползла. Да не будем ее беспокоить. Пусть живет. Пусть все живут. А вот здесь небольшой пляжик такой. Можно спуститься туда к реке. Сильно убыла вода, очень сильно. И вон там кто-то плеснул. Щука, возможно. А может, еще кто-то. Какие-то удивительные конструкции тут из палочек. Зачем они? Там вот, похоже, какая-то нора. Много тут всего. А мы будем возвращаться обратно. Надо готовить гриб. И эти вот интересные растения, красивые. И вот такой вот ствол лежит на пути. Ландыши. Хорошо. Осенью здесь очень хорошо. Уже чувствуется запах моего костра. Да, осина горит, тлеет. Какие завалы там. А здесь приток впадает в Бужу. Никого. Как же это хорошо, что никого, все тихо и спокойно. Ну и вот, наконец, приближаемся к моему лагерю. Огромная сосна. Такую никаким катанобоем не спилишь. Двуручная пила надо. Вот жаль, силки не делают двуручные пилы. Хотя в Японии двуручные пилы существуют. Очень своеобразные причем. В которых зубья направлены от середины к ручкам. Все они любят на себя пилить. Вот он мой костер, которого дым я почувствовала еще там. Хотя, что интересно, ветер дует в противоположную сторону. Вот так вот.
Ладно, буду готовить гриб с гречкой. Сколько мошек. Буду чистить гриб. Ой. Мыть грибы не надо, потому что они тогда жариться будут плохо. Там на костре уже стоит гречка, варится. Посмотрим, что за гриб внутри. Ну что ж, вполне себе чистый гриб. И такой свеженький. О, красота красивая. Пожарю его сейчас с гречкой. Немножко-то тверденькая. Ух, какая хорошая. Вот так вот. Ну вот, порезал я гриб. Теперь надо его жарить. Сковорода мокрая. Сейчас я ее чуток подсушу. Как тут неудобно на таком костре. Да, надо вот так сложить. Так. Это туда. Еще вот так. Где-то все равно не идеально. Вот может быть так получится у нас что-то лучше. Нет. Ой, значит тут буду жарить. Вот сливочное масло есть. Немножко его осталось. А все израсходую. Кашу маслом не испортишь. Да тут его и не так уж и много. Сковорода давай сохнет. Сейчас подсохнет сковорода. Нагреется. Буду гриб жарить. Ну да. Что-то пригорело какие-то. Мусор какой-то. Нам это не нужно.
Кладем сперва туда масло. Остатки я потом этого масла гречкой горячей извлеку. Нагрев. Так, пока я ходил на родник, меня покусали эти мухи лосиные. Где-то они там концентрируются. Видимо, где-то они там есть. Вот она. Гадкая насекомая. Фу. Такие еще мошки. Что-то только нет. Всяких мошек разнообразных. Ну, жар, видимо, недостаточный. Ну ладно. Вот, закладываем грибы. Закладываем грибы, идем на сильный огонь. Потому что вначале желательно вот сюда вот. Ох, тут жар что надо. Главное, чтобы ничего не прилипло и вода не пошла из грибов. Поэтому нужен сильный огонь вначале. Потом-то, уж как они обжарятся слегка, то можно и послабее. О, процесс пошел. Гречка быстро готовится. Грибы, конечно, варить, если их варить долго надо. А жарятся они при правильном подходе довольно быстро. Лука жалко нет у меня. Но у меня есть чеснок. Вот, может, немного чеснока добавлю. О, как хорошо жарится. Вода не пошла. Масло одно. Это качественное жарение будет. В кипящем масле. Ох, красота какая. Ничего не прилипает. Никакой воды. Все как нужно. Вон. Масло сливочное. Надо посмотреть, что с гречкой там происходит.
Может, пора снимать ее уже. Ух ты. О да. Гречка все там. Пусть себе стоит в сторонке. Закрытая крышкой. Ух, грибы. Почти тоже уже. Вот, вот сюда можно их переместить. Чеснок нужен. Вот здесь поспокойнее, уже такого огня нет. Треногу, в принципе, можно разбирать. Уже больше ничего я на ней готовить не буду. Тросик сниму. Контейнер с маслом сюда. Вот так. Ну вот, быстро готовится блюдо. Гречка да грибы. Но, правда, чеснок еще нужен. Добавлю чеснока, потом гречку с этим всем обжарю, чтобы масло впиталось. И будет очень вкусное блюдо. Ох, какой запах идет. Офигеть. Вот это да. Повезло. Второй раз гриб ем. Вчера суп сделал с грибом, а сейчас будет гречка с грибом. Пожалела меня природа местная. Дала немножко деликатесов. Да, похоже, уже почти все. Пережаривать тоже не хотелось бы. Еще 2 минутки. Да, все. Все, вот он. Вот. И вот сливочное масло, оно пенится и как бы лучше покрывает этот гриб. Теперь надо добавить туда гречку и чеснок. Вот он, чесночок. Вкус дает. Да с грибами нормально. Грибами. С грибами, с грибами. Надо только обжарить чуть-чуть. Чтобы он не такой был Ой, ты не надо же. Заговорился. Хорошо, ноготь был на пути. А то бы сейчас пальчика бы лишился. Ну, это, конечно, не лишился, но поранился бы здорово. Да. Что-то я вот все ранюсь в этом походе. Вот так. Сюда. И слегка обжариваем на костре. Но чеснок он недолго. О, гречка тут. Вон гречка. Вполне себе сварилась быстро. Не прилипла. Ничего. Как раз мне на 1 раз поесть. А больше-то мне не надо.
О, гречка хороша, рассыпчатая. Так, масло. Извлечение масла. Делается так. Вот так. И теперь вот так. Как раньше в метро убирались в давние времена, рассыпали опилки, а потом их сметали. Вот вместе с грязью. Так же и тут. Раз. Ну, и можно сказать, что все. Большая часть масла извлечена. Так, что у нас тут? Вот что тут. Грибы не затвердели, но обжарены. Все как положено. Высыпаем туда гречиху. Кастрюлька чистая. Практически. Да, чисто. Можно, конечно, потереть там чем-нибудь. Ну вот. Все это перемешиваем. Перемешиваем хорошенько. Хорошенько перемешиваем. И сейчас я это все вместе еще чуть-чуть обжарю на огне. Вот, дайте сюда. И сюда. Вот так. И будет готово великолепное блюдо. Гречка с грибами. Ну и чесноком. Лука-то нет у меня. Лучше было бы с луком. Но лука нет. Он вчера кончился. Не было вообще. Была одна луковица только в наличии. Ох, красота. Да, достаточно. Ой, горячее какое все. Вот сюда вот надо. Там жар уж больно серьезный. Вау. Ну вот. Сейчас постоит чуть-чуть. Можно даже под крышечкой. Вот так вот. И все. Во многих видео, посвященных мачете, проводится такой эксперимент. Берется бутылка с водой и разрубается мачете. Хотя у нас это немножко не по теме, потому что у нас сейчас речь идет про пилу, но тем не менее стоит попробовать, что же из этого получится. Получится ли рассечь эту бутылку с помощью мачете эффектным образом? Давайте попробуем, что выйдет. Вот так вот. Она даже не упала. Вот так. Ну вот и все. Завершается этот короткий поход, посвященный испытанию пилы
носилки катана бой 650. Вот здесь стояла палатка. Здесь я спал. Кругом завалы. Спилил елку сухую. Перепилил бревно. Жег костер. Вспоминал. Думал о многом. Третье сентября. Много лет назад. Помню тоже. Этот день был. Мы не должны забывать. Сейчас затушу костер. Соберу все вещи. Через 2 часа электричка. А еще идти через лес. Потом по дороге. Посмотрю на озеро. На вот это. Кто знает, может и там рыба есть. Какая-нибудь. Вот. И пойду.